Цзысинь была культиватором с планеты Сузаку, или Алой Птицы, в звездной системе Альянса. Она была одной из 4 кандидатов на унаследование титула Сузаку. Почему Цзысинь, женщина, некогда сбежавшая с планеты Алой Птицы, смогла сбросить кожу и стать мачехой Яо Сисюэ? Даже ее телохранители были экспертами высшего уровня, а именно Вознесения. К сожалению, из-за вражды между предком крови и Ван Линем, Цзысинь тоже оказалась втянута в это. В конце концов, ее дао жизни и смерти угасло, ее душа была полностью рассеяна. Когда Ван Линь запечатал Яо Сисюэ, это означало, что он вступил в непримиримую вражду с кровавым предком. Нужно помнить, что характер кровавого предка был крайне жестоким и холоднокровным, и при этом он безмерно обожал свою дочь Яо Сисюэ. Поэтому позже, во встрече в мире Громового Бессмертного, Ван Линь и Кровавый Предок столкнулись снова. Хотя Ван Линь собирался освободить Яо Сисюэ, чтобы устранить вражду, Кровавый Предок, обезумевший от того, что его дочь провела в заточении многие столетия, заявил, что успокоиться сможет, только убив Ван Линя. Видя, насколько Кровавый Предок был властным и неумолимым, Ван Линь заманил его в специальное пространство, которое подготовил заранее, место, наполненное мощнейшими ограничениями. Это пространство использовало запретно-печатный шар Яо Сисюэ как приманку, и Кровавый Предок неизбежно вошел туда. В тот же момент Ван Линь взорвал ограничения, полностью запечатав внутри и отца, и дочь. В этом закрытом пространстве Кровавый Предок был вынужден отчаянно защищать Яо Сисюэ, позволяя ей использовать пилюлю кровавой души, чтобы переродиться в земле монстра духов. После этого Кровавый Предок применил секретное искусство клана Яо, позволившее ускользнуть лишь крошечной части его первородного духа. Но состояние Кровавого Предка стало крайне ослабленным. Понимая принцип «вырывать сорняк с корнем», Ван Линь проследил оставшуюся ауру и нашел искалеченный первородный дух Кровавого Предка. Загнанный в тупик, не имея выхода, Кровавый Предок принял жестокое решение. Он отделил половину своего кровавого тела и впитал ее в клона Ван Линя. Это кровавое тело содержало колоссальную первозданную энергию неба и земли, результат бесчисленных лет культивации, невообразимо драгоценный. Но для культиватора первой ступени поглощение такой энергии неизбежно приводило к тому, что тело взрывалось под ее мощью. Поэтому вскоре клон Ван Линя был переполнен ужасающим объемом первозданной энергии и потерял сознание. В тот же миг истинное тело древнего бога Ван Линя пробудилось, как только его клон рухнул. Ситуация была критической. Связь между истинным телом и клоном стремительно истончалась, показывая, что клон стоял на границе смерти. Поэтому, чтобы отомстить Кровавому Предку, Ван Линь решил уничтожить всю кровавую планету. В тот момент под темно-красным небом, словно окрашенным кровью на кровавой планете, мире, проклятом десятками тысяч мстительных душ, Цзысинь сидела со скрещенными ногами в запретной зоне Кровавого Предка. Место было погружено во мрак. Багровые туманы клубились без конца, а вспышки кроваво-красного света мерцали, словно глаза древних демонических богов, наблюдающих за каждым ее вдохом. С того дня, как она сбежала с планеты Алой Птицы, Цзысинь верила, что ее красота, способная свергать царство, сможет дать ей убежище. Она присоединилась к Дворцу Небесной Воды на планете 5 элементов, месту, которое считалось чистейшей святыней мира культивации. Но ее сердце не знало удовлетворения. Ослепленная жадностью и амбициями, Цзысинь замыслила украсть священное сокровище юной хозяйки дворца, из-за чего бесчисленные эксперты начали охоту за ней по всему космосу. Несущая в себе страх и ненависть, она бежала, пока случайно не оказалась на территории Кровавой планеты, запретной земли, которые избегали даже высокоуровневые культиваторы. Кровавый Предок, правитель этого мира, с первой же встречи ощутил от нее соблазняющую, душу крадущую ауру. Он холодно усмехнулся, взмахнул рукой и обратил всех преследователей из Дворца Небесной Воды в пепел. Затем он провозгласил Цзысинь госпожой Кровавой планеты, повелев тысячам кровавых рабов пасть перед ней на колени.
Эти кровавые рабы когда-то были культиваторами, захваченными из бесчисленных миров. Их первородные духи были запечатаны рабскими печатями. Их жизнь и смерть полностью контролировал кровавый предок. В этой жизни они могли только служить, но не сопротивляться. Но недавно кровавая планета начала содрогаться от беспорядков. Взрывы раздавались под кровавым небом. Кровавые рабы разрывались один за другим, погибая в облаках багряного тумана. Цзысинь вздрогнула. Инстинкт человека, слишком долго жившего среди заговоров и смерти, подсказал ей. Печати рабов могли ослабнуть только тогда, когда сам кровавый предок был в смертельной опасности. Она ясно помнила, недавно кровавый предок вернулся из земли монстра духов. Его выражение было изможденным и мрачным, будто он принес с собой проклятие из хаотической бездны. Затем он вновь бесследно исчез, и никто не знал, куда он делся. С того дня кровавая планета превратилась в огромный труп, ожидающий своей окончательной гибели. Кровавые рабы второй ступени уже понимали, что это означало. Их хозяин был близок к смерти. Они предпочли умереть на родных планетах, чем оставаться вечными марионетками. Поэтому целые группы кровавых рабов покидали кровавую планету. Их глаза светились одновременно ненавистью и облегчением. И именно в этот момент небеса раскололись. Огромная фигура, подобная древнему богу, снизошла из пустоты. Это был Ван Линь, имя которого заставляло дрожать бесчисленные миры. Одного взгляда было достаточно, чтобы он все понял. Эти кровавые рабы были не злодеями, а жертвами, порабощенными кровавым предком. Ван Линь не остановил их, он лишь молча наблюдал, как они уходят. А затем его холодный взгляд обратился на кровавую планету. Адскую тюрьму для бесчисленных созданий. Громовой рев потряс небеса, когда тело древнена-бога Ван Линя подняло руку, схватило множество метеоров вокруг и швырнуло их в сторону кровавой планеты. Огромные каменные массы, наполненные божественной мощью, обрушились подобно метеоритному дождю, разрушая защитный массив планеты, сокрушая горы и потрясая весь мир. Крики душ разнеслись по пустоте. Внутри запретной зоны Цзысинь наблюдала гибель кровавой планеты без страха. Наоборот, в ее глазах вспыхнул огонь амбиций. Она знала, что кровавый павильон, самое драгоценное сокровище кровавого предка, был оставлен. Кровавый павильон содержал древнейшую силу крови, ключ к бессмертию. Но когда Цзысинь вошла в кровавый павильон, улыбка застыла. Ее кровь начала кипеть, плоть сгнила, а первородный дух растворился в голубом тумане, полностью поглощенный павильоном. Ее крик разнесся сквозь вечность, печальный и прекрасный, как последний цветок яда, распустившийся перед смертью. Ван Линь видел все. Его взгляд оставался бесстрастным. Уничтожив кровавую планету, он поднял руку, забрал кровавый павильон в рукав и ушел, оставив позади лишь пустоту и пепел. Годы спустя, когда Ван Линь достиг вершины культивации, он случайно обнаружил искусство трех жизней, легендарную тайную технику, требующую 3 жертвенных алтарей клана Фэн Истребления. Кровавый павильон тех времен оказался одним из этих алтарей. Внутри него до сих пор оставался фрагмент души Цзысинь. Однако Ван Линь не уничтожил ее. Вместо этого он использовал божественную силу, чтобы отправить ее остаточную душу в перерождение, позволив ей начать новую жизнь. Возможно, это было сострадание, милосердие того, кто стоял над миром смертных. А возможно, он просто хотел разрубить нить прошлого, позволяя старым обидам исчезнуть с течением времени. Цзысинь – прекрасный цветок, выросший из крови, живший обманом и погибший из-за жадности. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам этот сюжет. Вся семья кровавого предка, включая Яо Сисюэ, пострадали от своего же высокомерия. Подписывайтесь на канал и всем пока.